Добрый день, дорогие львы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на эту весну 2025 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее. Это весна действий, и мы будем с вами планировать март, апрель и май 2025. Ребята, конечно же, я забегу вперед. Конечно же, я расскажу про сопутствующие события и как каждый отрезок времени будет влиять на каждую отдельную декаду львов. И, конечно же, кто смотрит меня давно, знает, что львы первой декады – это те, кто родился в июле. Львы второй декады, кто родился с 1 по 10 августа, и третья декада, кто родился с 11 августа и до знака зодиака Девы. Ну что, ребят, готовы? Давайте будем с вами планировать это мощное такое активное действие в вашей жизни. И да, те, кто смотрел осенний гороскоп, осень силы он назывался, помните, я там говорила, что этот март и этот коридор затмений у нас будет такой по силе, очень интенсивный, очень мощный. И здесь мы много чего для себя сделаем. По крайней мере, для львов это очень успешное и яркое время. И здесь нельзя тормозить, здесь нельзя бояться, потому что в марте как раз-таки очень много эмоций будет складываться так, как надо, да, то есть если у вас, конечно же, к настоящему моменту накопилось желание действовать, это самое оно. Да, ребят, у нас сейчас на небе уже включился период ретроградной Венеры, он у нас действует со 2 марта до 13 апреля. Весь март ретроградная Венера будет в Овне. В конце марта она войдет в знак Рыбы, и такие активные, яркие, амбициозные эмоции будут, конечно же, у нас сменятся такими более меланхоличными, то есть наступит такой более эмоциональный период переживаний, да, поэтому постарайтесь в этот период не натворить так очень много дел, по крайней мере, львы первой декады, потому что на вас период этой ретроградной Венеры будет влиять очень хорошо. То есть это период для того, чтобы построить любовные отношения, договориться, чтобы как раз-таки провести очень много таких интересных, красивых свиданий. Да, несмотря на то, что это период ретроградной Венеры, да, это могут быть бывшие, да, это могут быть какие-то прошлые отношения, да, но и особенно если в этих отношениях вас связывает какие-то теплые, приятные моменты, то почему нет, ребят, да? Если вы не смотрели большое видео «Любовный гороскоп», посмотрите, он вышел буквально недели 2 назад. Большое такое мощное объемное видео, особенно если в ваших отношениях есть какие-то кризисы. Посмотрите, в конце видео прикреплю, там на очень множество вопросов ответила, в том числе и кризисы, сколько они длятся, и что делать для того, чтобы пережить сложности в любых отношениях, да, даже, казалось бы, в тех, в которых никогда не было проблем. И да, период ретроградной Венеры – это еще не только про отношения, это про финансы, это про то, как нам хочется сменить имидж, внешний вид, облик, это про нашу репутацию в том числе, да. Поэтому Венера у нас будет в Овне ретроградной, здесь захочется как-то ярко и дерзко себя проявить. Львам, конечно же, эта история актуальна и уместна всегда, но понимайте, что очень важна здесь такая тонкая грань репутации. Да? Будьте здесь аккуратны. Ну и с финансами не тратьте больше, чем на самом деле нужно. Постарайтесь быть максимально практичными. Так, конечно же, идет основная компенсация ретроградной Венеры. И да, ребят, у нас с 14 по 29 марта у нас коридор затмений. Начинается 14 марта с лунного затмения. Это полнолуние в Деве. И заканчивается, то есть коридор затмения у нас на убывающем лунном цикле, заканчивается солнечным затмением, это новолуние в Овне, то есть когда мы такие все яркие, амбициозные, и вот эта история очень сильно будет влиять на львов первой декады в том числе. Я знаю, что я уже несколько раз сказала про львов первой декады, это не говорит о том, что я про других львов, других декад говорить не буду, но, ребят, сейчас скажу, как, собственно, проиграется
весь вот этот период активный мартовский, потому что у нас еще с коридором затмения 15 марта включается ретроградный Меркурий, тоже в Овне, чувствуете, да, сколько страсти и эмоций и амбиций. Ретроградный Меркурий начинается 15 марта, заканчивается 7 апреля. Да, такой большой, очень мощный, сложный период. Также у нас в этом марте с 26 на 27 марта, все зависит от того, в какой части планеты вы находитесь, Лилит меняет знак, переходит из таких дипломатичных весов в знак зодиака Скорпион и будет делать квадратуру ко львам. Потихонечку до конца 2025 года Лилит плавненько будет проходить каждое солнышко каждого рожденного льва. Естественно, весна и лето это будет львы первой декады, осень это будет для львов второй декады, и уже зима это однозначно львы третьей декады. Про что Лилит? Лилит это про наши страсти, про наши пороки, про наши страхи, про наши переживания и волнения, про то, куда мы хотим идти, не хотим идти, про наше истинное «я». Лилит же будет делать квадратуру к Солнцу, а это история самопроявления, где мы боимся себя проявлять, потому что мы знаем, возможно, нас понесет, возможно, мы не будем отыгрывать ту историю, которая нам хочется. И здесь вот смотрите такой момент, если вы смотрите этот гороскоп по Солнцу, вы лев, да, тогда здесь вот такое декадное деление, да. Если вы смотрите по асценденту, просто 30 градусов льва делите на 3 равных отрезка. Почему по Солнцу другая градация, ребят? Потому что у львов, например, июльских совершенно другие задачи по жизни, чем у львов августовских. Это однозначно и факт, да. Львы, если вы имеете надсмотренность, как бы в жизни понимаете и смотрите, что июльские львы, они такие более семейные, они более такие, я бы так сказала, настроены на то, чтобы со второй половинкой вот как-то вот выяснять отношения, да. Львы, конечно же, второй декады, это с 1 по 10 августа, это, конечно, самые дерзкие, самые яркие, самые эгоистичные львы, да. Не скажу, что это хорошо или плохо, здесь каждый ищет свою, я бы так сказала, позицию в жизни, да, но здесь велика вероятность переборщить со своей гордыней. Поэтому здесь Лилит, конечно же, да, то есть забегая вперед про Лилит, и вот это все начинает активизироваться как раз у нас в марте, понимаете, да, дорогие львы? То есть у львов, если первой декады, да, то есть страхи будут связаны с отношениями, с семьей, как вы себя чувствуете в этих отношениях, да, то есть здесь вот такой момент внутренний очень сильно глубокий, то есть будет казаться, что если бы вот не семья, то моя жизнь была бы ярче, интереснее, креативнее, творчески, да, более сложно, то есть более интереснее. Львы второй декады, здесь какие максимальные страхи? Возможно, я живу не свою жизнь, возможно, это вообще не мои отношения, возможно, я вообще иду не туда, я не я, а кто есть я? То есть и очень сильна здесь такая мощная история взглядов на родителей, отношения, какие были у ваших родителей, да, то есть здесь такая внутренняя история, захочется зацепиться, где-то обвинить, где-то вот найти какую-нибудь такую зацепочку, почему в жизни у меня не складывается так. Ребят, потому что просто стесняетесь, да, потому что не живете где-то свою жизнь, да, это, ну, так правда, оно, потому что Солнце у Льва, неважно какой декады, светит максимально ярко в гороскопе, то есть ни один знак зодиака не может прочувствовать себя в полной мере знаком вот с собой, как Лев, только Лев может почувствовать, потому что истинная манера вот так очень сильно сиять, это доступно только Льву.
Это правда так. Поэтому очень часто львов вот так в гордыню перекидывает и не может остановиться. И вот львов второй декады может перекинуть в гордыню. То есть из одной крайности в другую. Ищите золотую середину. Золото вообще будет ваш такой конек, да. Если вот вы прям найдете ту самую вот эту вот нужную вот историю, искру в себе, да, вот искренность, да, потому что во львах очень важна искренность. Неважно, ребята, какой вы декады, первой, второй или третьей, да, сейчас еще и до третьей декады львов дойду, чтобы было максимально понятно, да, и расскажу про весь март, про вот эту вот эмоциональную кармическую историю, да, с коридором затмений в том числе. Так вот, почему для львов очень важная эмоция – это искренность, говорить правду. Не хочется, хочется вот так побольше пускать пыль в глаза, быть вот таким мавром, вот такой вот царевной, царем, да, то есть корону на себя одеть, да, и очень сложно быть искренность, потому что вот корень у слова искренность – это искра. То есть когда мы говорим максимум, вот даже попробуйте, да, поговорить со своей второй половинкой максимально искренне. И вы почувствуете, как когда вы скажете какие-то моменты внутренние, глубокие, которые раньше боялись даже сказать или подумать, и внутри как будто вот прям искра в душе начнет, вот прям такое ощущение прям пойдет, да. Это правда так. То есть подумайте над этим смыслом, да. И вот чем больше искренности будет в вашей жизни, неважно, по солнцу вы лев или по асценденту. Если вы по асценденту лев, тогда вам нужно себя проявлять как льва, и тогда ваш гороскоп будет максимально на вас работать, да. То есть здесь не просто я смотрю гороскоп по асценденту, нет, здесь еще и нужно себя так вести однозначно, да. И тогда будет складываться вот как надо, ярко и интересно жизнь запускаться, да. И львы третьей декады. Но здесь, ребят, конечно, у вас уже включается такой мощный такой посыл, что я сделаю такого полезного в жизни, да, потому что у львов третьей декады здесь, конечно, уже такие нотки девы появляются в характере, важность, полезность, не просто вот так вот сиять, а делать что-то такое очень нужное, очень такое интересное. Здесь уже подключаются такие важны знания для реализации, то есть если львам второй декады важен такой компонент творчества и вдохновения для реализации каких-то своих дел, да, то у львов третьей декады здесь, конечно, уже подключается такой момент очень знаковый, это знание, да, польза. И, конечно же, здесь Лилит максимально будет вот вскрывать все ваши вот такие истории. Это, конечно же, уже к концу года будет случаться у львов третьей декады, когда вам будет казаться, что вы недостаточно умны, что вы недостаточно хорошо делаете свое дело, что как-то вот оно вообще все плохо, да. То есть, и это все только про Лилит, понимаете, и это все будет запускаться вот в этом промежутке, да, в коридор затмений. То есть последние 2 недели марта. Вообще этот коридор затмений будет очень сильно влиять на львов первой декады, в том числе, ребят, да, здесь понимаете, что момент для вас такой в жизни сделать, ну, такие важные кармические задачи, пути пройти, выйти благородно из каких-то ситуаций, красиво, вам будет казаться, наверное, может где-то даже несправедливо, но по истечению какого-то времени, по крайней мере в апреле, вы уже будете чувствовать все вот эти истории, которые сложатся как нужно, да. Вообще, если раскладывать вот всю весну, да, то март это начало, вот сейчас вот я могу сказать, что вот вторая неделя марта перед коридором затмения, вот такой важный момент времени, когда необходимо вот идти вот прям вот так в рост, в развитие, да, то есть нет каких-то таких моментов сложных, вообще для львов всех декад нужно идти в новое, то есть будет максимально разрушаться какая-то старая модель жизни, которая не дает счастья, не дает развития, не раскрывает ваш творческий потенциал, потому что объективно львы всех декад это про творчество, это про душевность, это про внутреннее состояние, радости, счастья. Неважно, работаете ли вы, создаете ли вы семью, заботитесь ли вы о близких, да, зарабатываете ли вы деньги. То есть это всегда такой момент, когда вы хотите иметь свой личный авторитет.
в вашем близком окружении. И если у вас нет вот этого личного авторитета, то здесь, конечно же, вам хочется понять, почему столько лет вы в жизни трудитесь и не получается продвинуться вперед. Так вот, март — это такой эмоциональный период времени, когда нужно, конечно же, идти в новое, брать новые высоты. Да, это будет такой эмоциональный момент. И если, например, для львов первой декады здесь очень сильно, такая, я бы сказала, очень важна история, да, работы, продвижение вперед, новые проекты однозначно, потому что здесь необходимо двигаться вперед, расширять свои горизонты, особенно после этой зимы. Уже стало понятно, что то, что вот раньше было, как-то вот оно было немножко не того масштаба, не того размаха, да, и это нормальная история, абсолютно, да, то есть если смолодушничаете и в марте не начнете это делать, то летом к своему дню рождения однозначно начнете уже продвигаться, идти вперед, потому что там, конечно же, уже и Сатурн, и Нептун будут в Овне, и здесь, конечно же, будут делать прекрасный аспект, такие вдохновляющие львов первой декады, да. Скажу, дорогие, что летом у вас включится это, львы еще первой декады, да, летом включится у вас аспект на приобретение недвижимости. Поэтому все те, кто хотели давно обзавестись новой недвижимостью, большой жилплощадью, расширить, да, свое гнездышко, то здесь покупка жилья, улучшение жилищных условий, и это, да, про вас. Ни в коем случае не говорю, что не получится. Да, к летом будет, но чтобы летом было, нужно потрудиться как раз-таки сейчас. Если не получится летом, то цикл аспектов будет еще и в 2026 году. То есть как раз-таки нужно стремиться над этой историей, чтобы получить то, что вам хочется. У львов второй декады, конечно же, очень большая, мощная история любви, отношений, внутренние противоречия в отношениях в том числе, да. Здесь также про деньги и масштаб до середины апреля, потому что Юпитер как раз-таки будет идти по второй декаде Близнецов и делать хороший, прекрасный секстиль львам второй декады. Но секстиль — это аспект, ребят, над которым нужно потрудиться. То есть без труда не получится. То есть вот будете трудиться над своим масштабом, над своими деньгами, над своими финансами в том числе, да, тогда будет получаться. Если не будете вот в это идти развиваться, тогда, естественно, под лежащий камень вода не будет течь. Также это хороший аспект обзавестись новым членом семьи, потомством, например, да, то есть аспект Юпитера — это всегда к детям, это всегда к хорошим возможностям, это всегда к новым связям, к новым отношениям в том числе, поэтому здесь понимайте, насколько вы хотите идти далеко, насколько вы хотите масштабироваться в жизни, в профессиональной жизни, либо же в личной жизни, да. Аспект Юпитера очень хороший аспект на финансы, поэтому я бы советовала в марте вам вот прям дать газу для того, чтобы это получалось. Ну и, конечно же, любовь, отношения, страсти. Будьте аккуратны с репутацией, поступайте с другими так, как вы хотите, чтобы поступали с вами. Ну или вы третьей декады. Да, ребята, у вас, конечно же, сейчас, несомненно, идет шторм. Шторм продлится, Уран идет по третьей декаде Тельца, делает квадратуру просто львам третьей декады к Солнцу. Это всегда шторм, это всегда разрушение старого, разрушение работы, да, потому что Уран — это про будущее, про работу в том числе, про наше желание свободы, как мы устали от всего, мы хотим выйти, нам надоело, мы больше не хотим терпеть эти правила, ограничений и тому подобное, из работы какой-то выйти, либо же из брака, из отношений в том числе, да. Но скомпенсировать этот напряженный аспект можно, конечно же, поиском новой работы, где вы максимально проявите свои страхи, навыки, то есть страхи вы задавите, то есть вы скажете себе: да я в принципе вообще люблю это делать, я умею это делать, я достоин, мне хорошо, и вы поймете, что на предыдущем месте вас, мягко говоря, недооценивали в финансовом плане, может быть, еще недооценивали по отношению к вам, да, то есть тем самым вниманием, которое вам необходимо, потому что для львов это очень важная история внимания.
и оценки вообще, в принципе, ваших навыков и талантов, да. То есть и здесь история такая очень важная, дорогие львы, третьей декады. Конечно же, хорошо компенсируется поездками, образованием, новыми проектами, новыми отношениями плохо компенсируется, потому что, выходя на этом аспекте из старых отношений и искать новые отношения, то есть новые отношения тоже не продлятся долго, особенно в период ретроградной Венеры, особенно, очень силен квадратура Урана, не дает никогда сильных союзов, то есть это всегда союзы, которые дают такую борьбу, да, то есть, если только у вас не супер гармоничные отношения, то есть и вы прекрасно все понимаете, нет подводных камней, нет каких-то запасных выходов у каждого представителя пары, то есть если у вас все честно, прозрачно, вы все прекрасно понимаете, вы готовы связать себя узами брака, тогда, конечно же, это будет союз, который будет максимально вас заряжать и двигать вперед, то есть вы постоянно будете двигаться вперед, двигаться в новое, как два таких больших мощных товарища, да. Но скажу, что у львов третьей декады история в отношениях очень сильно такая сложная. Вообще, в принципе, у львов и второй, и третьей декады здесь сложности в построении своих личных отношений. Это такая большая, мощная кармическая задача в жизни, которую львам необходимо совершить, преодолеть, сделать, да, то есть построить свои личные любовные отношения в браке. И это львам второй и третьей декады удается очень сложно, да. Поэтому здесь, дорогие львы, понимаете, что если у вас на настоящий момент времени не получились отношения, значит, что вам в принципе это дается сложно, и вы здесь должны стать мастером, вот прям мастером, да, для того, чтобы максимально получить то, что вы хотите в этой жизни. И честно себе признайтесь, потому что Лилит у нас не просто так зашла, как говорится, в конце марта в знак Скорпиона. Скорпион — это тот знак, где Лилит чувствует себя максимально прекрасно, да, то есть это как хирург, который находится со скальпелем в кабинете, то есть максимально быстро делает операцию, максимально быстро все получается. Поэтому здесь скажу вам, львы первой, второй и третьей декады, вот с конца марта до конца 2025 года постарайтесь максимально честно пройти вот эту историю со своими страхами. Являетесь ли вы солнечными львами, либо асцендентными, потому что если вы солнечный лев, то я вам все рассказала, если вы асцендентный лев, то это история вас лично и ваших отношений брачных, да. От этого зависит ваша работа в коллективе, ваша социальная жизнь в том числе. Но сейчас не асцендентный гороскоп, он будет чуть-чуть позже. Сейчас пока вот так, коротенько, да. Поэтому здесь понимаете, насколько Лилит будет на самом деле важна. И да, ребят, всем страшно. Вот правда, всем знакам зодиака страшно. Не думайте, что это не так. Даже с сильным и мощным знаком, понимаете, всегда перед важными моментами в жизни всегда бывает напряженно. И вот такой большой, очень мощный, активный март сменяется апрелем, да, у нас до 7 апреля ретроградный Меркурий уже в рыбах, до 13 апреля у нас ретроградная Венера тоже в рыбах, и вот смотрите, между мартом и апрелем у нас в последний день марта у нас Нептун меняет знак, из рыб переходит в Овна и начинает делать просто потрясающий трин львам первой декады. Это аспект творчества, это аспект работать по вдохновению, реализовывать. Аспект большой любви, аспект, в принципе, такого большого глобального счастья. Но если не разобраться в своих страхах и переживаниях, вот этот момент счастья, он будет смазан. И вот этот момент вдохновения и движения вперед в работе тоже будет смазан. Я не скажу, что как-то будет у вас, ребята, все сложно и фатально. Но, ребят, у львов первой декады, помните, что у нас еще сейчас вот Плутон уже как год-два идет по Водолею первой декады и делает оппозицию львам первой декады. И, ребята, здесь, конечно же, если вы не идете вот в любовь, в отношения, в большие такие мощные истории, усложнения жизни, тогда, конечно же, разрушается старая модель. Ну, то есть все то, что я говорила, да, то есть необходимо действовать. И почему я сейчас именно в апреле месяце говорю про эту историю, хотя
на львов первая декада, вот этот Плутон, оппозиция Плутона, в принципе, действует и работает. Но, ребята, вот у нас вот после марта, вот еще 2 недельки, есть такой момент, вот кто-то немножко провалится вот в этих эмоциях, поварится. Это не хорошо, не плохо, это у кого как получится. Конечно, если же у вас получится на этих эмоциях, наоборот, действовать активно, развиваться, идти вперед, почему нет? Наоборот, нужно это делать, когда эмоции двигают вас вперед в дело. Это я говорю львам и первой, и второй, и третьей декады. Делайте это хорошо, делайте нормально, получится тоже хорошо, да. То есть как-то по-новому постарайтесь прощупывать почву, да. Почему я говорю про это? Потому что у нас, ребят, Плутон зацепило. У нас с 13 апреля до 12 мая на небе включается такой очень мощный аспект, да. Это аспект как раз-таки с полнолуния апрельского до полнолуния майского, да. Помните все осень силы 2024 года, помните события октября-ноября, какое было настроение, ощущение. Конечно же, все те, кто идет глобально мощно в развитие, понимают, что очень сильные аспекты были. Кто особо не интересуется, вот такая вяло текущая жизнь, особо-то в жизни и происходить не будет. Но те, у кого такая большая и сильная амбиция на эту жизнь, те понимают, что когда ты гребешь вперед, оно получается не всегда идеально, а львам хочется идеально, да. То есть я хочу вам сказать, что если вот у вас до настоящего момента не получилось идеально, ну вот не надо себя винить. Чувство вины – это та история, которая не обязательная, понимаете? То есть у нас есть момент, который случился у нас в точке А, у нас есть момент, который у нас случится в точке Б, да, и вот этот вот момент, который вот мы всегда переживаем, настраиваем себя на действие, да, то есть нужно сразу переходить к действию, нужно сразу переходить к действию. То есть не обязательно страдать, не обязательно переживать, себя винить и думать, что что-то мы сделали не так, и утопать в этих эмоциях. И вот первые 2 недели апреля будет вот это эмоциональное состояние. Не надо так. На эмоциональном состоянии лучше написать себе четкий план, что необходимо и важно сделать и следовать по плану. Вообще, в принципе, на эту весну составьте план, потому что необходимо в эту весну, дорогие львы, вам сделать как можно больше для того, чтобы лето, осень и зима прошли совершенно на других эмоциях и состояниях, совершенно с другими финансами и настроением, да. Да, надо себе четко расписать и сказать, чего же хочется, а чего уже не хочется. И это будет такая, может быть, совсем не очень приятная правда, но правда. То есть это будет ваше состояние, и вы поймете, как оно есть на самом деле. Да? И тогда вот эти вот 2 недели 1 апреля не будет таким провалом. Потому что у нас с 13 апреля по 12 мая на небе включается опять та же самая оппозиция осенняя, Марс в оппозиции с Плутоном. Да, и самый точный его аспект, когда у нас еще к этой оппозиции подключается Лилит и Солнце, чувствуете, да? Это с 21 по 28 апреля, то есть самое четкое, вот эти вот 2 четкие оппозиции, которые соединяются в большую мощную астрологическую конфигурацию, большой квадрат она называется, да, когда напряжение будет очень сильное, когда спрашивать с нас будут очень много, и эта история очень сильно повлияет на львов первой декады. Да, ребят, вот здесь будьте аккуратны в том, что вы говорите, в том, что вы делаете. Все действия в этот момент будут, вот это как, знаете, вот одна капелька произошла, и весь океан разлился. То есть вот такая будет сила действий, вот такая будет сила эмоций, поэтому, еще раз говорю, нужно составить план. Марс-Плутон, про что здесь? Это про бизнес, про большие деньги, про большие эмоции, про большие разрушения, разрушение бизнеса, либо личной жизни. Все зависит от того, где у вас сложности есть, где есть моменты, в которых не очень хочется разобраться, да. Но также это аспект больших денег. То есть это большое мощное противостояние трудностям. И вот в этот момент времени можно сделать максимально много. Максимально очень сильно проявить себя. Например, если вы хотите стартануть в каком-то очень интересном, креативном, творческом проекте, нацеленном на ваше будущее, который принесет вам тот уровень свободы, тот уровень проявления себя, как вы хотите. Например, какая-нибудь новая должность, что-то, нечто мощное. Потому что Плутон в оппозиции к Солнцу – это не для того, чтобы нас разрушить. Нет, ребят,
это для того, чтобы сформировать в нас такую силу, что мы будем преодолевать эти трудности вот просто легко. Поэтому здесь поднимайтесь над обстоятельствами, становитесь сильнее, сильнее птицы Феникса. Это будет на самом деле хорошо. То есть такая очень мощная история. У львов, конечно же, первой декады в эту историю, у львов второй декады. Здесь, конечно же, ребята, понимаем, что у нас движутся вперед аспекты и Лилит к лету, да, максимально пробегаем со своими страхами и понимаем, что чего же мы упустили и не доделали, вот в марте. Максимально можно еще вбежать, как говорится, вот в этот поезд. Да, Юпитер уже заканчивает свое хождение по близнецам второй декады. Ну, у львов еще второй декады есть момент максимально вот свой масштаб получить, действие, развитие. Здесь может быть поездки, путешествия, образование, у кого-то иммиграция случится, да, заработать те самые деньги. Это аспект, когда меня часто спрашивают: Женя, вот когда будет везение? То есть и март, и апрель у львов второй декады это про везение. Делайте максимально много и будет хорошо, да, то есть просто делайте. Даже если вот вам кажется, что как-то уже, возможно, это глупо, не оценят, но здесь обязательно очень важен момент репутации, потому что Юпитер это обратная сторона репутации. Ребят, здесь ни в коем случае нельзя дать маху. Хорошее время для построения брака. Ну, то есть, если в этот момент, то есть с 13 апреля по 12 мая у вас случится брачные отношения, родится ребенок, либо вы в какую-то очень мощную, сильную историю влезете, понимаете, что эта история будет на вас влиять. То есть, это всегда будет ваш таким стимулом к развитию, движения вперед, и это хорошо. То есть детки, которые рождаются с этим аспектом, да, то есть они всегда будут идти вперед, не останавливаться. Это бесконечная пробивная энергия. То есть это человек, который не будет останавливаться, неважно, девочка это или мальчик. Если эта девочка родится на таком аспекте, значит она будет выбирать себе мужа, который будет пробивать этот мир, ну то есть обстоятельства пробивать. Поэтому я не говорю, что этот вот такой условно месяц, да, с середины апреля по середину мая, что он условно плохой, тяжелый, сложный. Кто-то этого боится. Как я всегда люблю говорить, лучше с характером, чем без характера. Лучше вот такие мощные аспекты, чем когда у нас вообще нет никаких аспектов. Когда никаких аспектов нет, это говорит о том, что у нас сил нет. То есть мы бездействуем, мы вот в таком состоянии фрустрации. Время идет, мы ничего не делаем, и наслаждения жизни нет. То есть, а те люди, кто родились в поколении там 80-х, 90-х, 70-х, ну то есть сложно, это те люди, которые в принципе не умеют расслабляться, лежать, плевать в потолок. Этим людям скучно в этой жизни, когда они ничего не изобретают, то есть когда они ничего не делают, когда они просто вот так лежат, такие: вот и неделя прошла, вот и месяц прошел. Поэтому понимаете, на какой силе вы будете двигаться. Хотите ли вы что-то сделать или нет. Поэтому здесь, конечно же, для львов первой, второй, третьей декады очень сильно, очень важно и мощно внедрить, реализовать в этот вот условный месяц, с середины апреля до середины мая, как раз таки очень много, да. Конечно же, скажу, что не так очень сильно будет трясти львов первой декады. Плутон, конечно же, 4 мая у нас разворачивается в ретроградном движении. Естественно, классическая история, до октября он в ретроградном движении. И здесь, ребята, понимаете, все те вопросики, вот львы первой декады, где в работе, в своем вот таком масштабе активности не доработали. То есть просто работа над ошибками, возвращение к каким-то старым прошлым историям. Если это какие-то разрывы, потери финансовые в том числе, то вам захочется в этом покопаться, изменить ситуацию под себя, и это нормально. Ну, то есть вот такая история. Здесь главное понимать, для чего. Ну и, конечно же, львы второй декады. Здесь уже в мае, ребят. Здесь, конечно, уже в мае нужно прям-таки идти, действовать вперед. Марс идет по второй декаде львов.
в квадратуре с Лилит, конечно же, движемся вперед активно, напряженно, делаем как можно больше для того, чтобы прошел этот месяц продуктивно. Не останавливаемся. Я всегда говорю за то, чтобы не останавливаться, максимально договариваться, максимально находить те самые агрессивные моменты, которые выбивают из колеи, да, и постараться их изменить. То есть не с точки зрения агрессии подойти, да, потому что будет большая вероятность проагрессировать, да, то есть поругаться, испортить отношения. Не надо так. Нужно наоборот вот этот аспект сконвертировать в действие, сделать как можно больше важных, полезных дел, даже если мы думаем, что нам вот страшно, мы недостойны, мы заслуживаем сейчас совершенно другого. То есть здесь вот такая вот история, да, у львов второй декады. У львов третья декада, ребят, здесь, конечно же, Юпитер уже идет по третьей декаде близнецов, конечно же, скажу вам, что и май, в принципе, у вас будет таким удачным. Забегая вперед, у нас 10 июня 2025 года Юпитер меняет знак, из третьей декады близнецов переходит в знак рака. И уже теряется вот этот аспект львам третьей декады, поэтому в мае, дорогие львы третьей декады, максимально используйте все возможности, связанные с масштабом, связанные с реализацией, социальным ростом, карьерным ростом, то есть финансовыми историями. Да, конечно же, здесь еще у нас квадратура Урана. Уран, кстати, перестанет штормить львов третьей декады, ребят, с 7 июля 2025 года. Да, конечно, там будет еще момент зимой 2025 года, когда Уран будет в ретроградном движении, обратно вернется в Тельца, будет делать такой аспект последний, финальный. Вот тем, кто родился в последних числах Льва, да, будет еще вот цеплять вас, ребят, кто вот на стыке с девами родился, да, там 21, 22, 23 августа, да, каждый год по-разному вот эта история меняется, поэтому здесь понимайте, что будет еще вот это в конце года, вот это нервное напряжение, и вам будет казаться, что ну нет же, ну неужели опять это все возвращается. Постарайтесь максимально закрыть вот эту историю, почему вам хочется там все обнулить, разрушить, почему не получается построить что-то новое на гармоничных таких аспектах, на гармоничных мыслях, и тогда вот эта история уйдет. Но пользуйтесь в мае максимально Юпитером для того, чтобы заработать деньги, для того, чтобы завязать новые знакомства, связи, контакты. Для вас это очень будет важная история, львы третьей декады. Она должна сложиться для вас очень хорошо, ну и она будет складываться позитивно. То есть если вы захотите, например, переехать, вот обнулиться, да, то есть там же еще и Уран действует, и Юпитер, то есть захочется обнулиться, но постарайтесь, львы третьей декады, обнуляться не так, чтобы вот прям сжигать все мосты, да, все отношения рушить. А постарайтесь, например, хотите обнулиться, переедьте в хороший район города, например, или съездите куда-нибудь за границу посмотреть. То есть Юпитер это про мудрость, то есть это не вот Уран любит обнулять, пошалить, все обнулить и расстроить жизнь, да? Постарайтесь включить Юпитер максимально, то есть мудрость подключить, да, использовать все свои сложные моменты и сделать из минусов в плюс, да, то есть из лимона сделать лимонад, да, то есть если, например, у вас заканчивается контракт где-то с работы, ищите тогда новую, ищите более интересную, более мудрую, все то, что вам всегда хотелось, все то, что вам хотелось, мечталось в подростковом возрасте, в возрасте 22-24 лет, хорошие аспекты Юпитера, да, то есть в возрасте, когда вам хотелось в 36 лет, когда был еще одно возвращение Юпитера. Каждые 12 лет Юпитер возвращается в то самое место нашей натальной карте. То есть это 12 лет, это 24 года, это 36 лет, это, естественно, сколько следующий идет год? 48 лет, да? То есть в эти моменты всегда плюс-минус там полгода, да? Всегда у нас такое внутреннее желание как-то вот прям раскрыться, максимально много сделать. Вспомните эти моменты, львы третьей декады, чтобы с Юпитером максимально хорошо поработать и вот все свои возможности реализовать. Чего хотелось-то на самом деле? Юпитер включает благородство, не чувство скандалить со всеми, доказывать справедливость. Включается такое внутреннее чувство благородности, и на этой мудрости мы идем вверх и растем. Расширяем, естественно, капитал связей. В тот мир, в который мы идем, ребята, с июля 2025, это,
когда не деньги важны, важны отношения, важны люди, важны договоренности. Поэтому, дорогие львы, первой, второй и третьей декады, понимайте, что у каждого из вас совершенно разная история, да, на эту весну. Но я не скажу, что у кого-то она менее интересная. Нет, каждому по силе. Для кого-то эти аспекты придут чуточку позже, да, для кого-то они работают сейчас. Как говорится, с нами всегда случается то, что нам нужно в этот настоящий момент. И если, ребята, я упустила какой-то момент, какой-то вопрос, оставляйте его в комментариях, но при этом указывайте свою дату, время, место рождения, и я обязательно постараюсь, по крайней мере, ответить на большее количество вопросов. Хоть с каждым моментом и новым видео это становится делать все сложнее и сложнее. Я вам за это на самом деле благодарна. Столько комментариев, и я всегда готова помочь, когда есть время. И да, ребят, по классике в конце актуальные ролики, если вы их еще не видели, не смотрели. Ну и, конечно же, ребят, итог на эту весну. Нельзя ни в коем случае сидеть. Если мы говорим про львов первой декады, то Плутон максимально, который делает оппозицию, будет разрушать все старое. Старые браки, работу, навыки, таланты, которые вы не дают вам стимул к развитию, не раскрывают ваше истинное львовское «я». То есть, если вы не раскрываетесь как личность, то тогда здесь у вас будут внутренние разрушения. Если у вас разрушается брак, то понимайте, что почему в этом браке вы потухли. Найти вот эту основную историю. Это очень важная история, особенно в период ретроградной Венеры. Найдите эту внутреннюю мотивацию развиваться в этом браке. Очень много людей теряют себя в отношениях, в семье. Занимаются вот делами, второй половинкой, бытовухой, детьми. Это прекрасно. Естественно, все этим занимаются. Но основная составляющая любовных отношениях, когда двое развиваются, у каждого есть свое «я» и свое развитие, и семья, отношения – это то, что есть у вас общее. Поэтому здесь нужно найти свое «я». Это про львов первой декады. Львы второй декады. У вас, конечно же, ребята, сейчас история такая очень яркая и интересная, которая движет вас вперед. Социальный рост, социальное развитие. Если вы не будете туда идти, максимально будут рушиться связи и контакты с тем окружением, которое у вас уже есть. Да, это будет сложно, это будет не совсем приятно, захочется здесь как-то вот потопать ножками, но когда что-то в жизни меняется, это всегда подталкивает нас в развитие. Так вот, здесь не старайтесь найти справедливость и несправедливость, просто идите вперед. Понимаете, что то место, в котором вы жили, возможно, уже все, уже ваша история с этим местом закончилась. Возможно, та работа, в которой вы реализовывались, вы уже там наигрались, да, потому что лев – это всегда ребенок, то есть это всегда горящее солнце, это всегда такая большая яркость, это всегда такая большая харизматичность, да. Понимаете, что нужно идти в тот масштаб, в то развитие, неважно, семейное это развитие, личное ли это развитие, профессиональное это развитие, но для того, чтобы максимально раскрыть свою личность. Опять про личность, представляете? И у львов эта тема бесконечная, а у львов третьей декады, здесь, ребят, конечно же, у вас. Начинаем. Конечно же, Уран. Вот резкие обнуления, и здесь не должно быть страшно. То есть это всегда новые возможности. Под конец весны это еще и оптимизм к вам придет, поэтому хватайте птицу счастья за хвост и, конечно же, только вперед. Нельзя сдаваться, отчаиваться, останавливаться, нельзя погружаться в страхов. У львов третьей декады в марте будет максимально страшно. Да? Лилит еще находится в третьей декаде весов, будет страшно. И это такая история, которая не так очень сильно будут, не с таким эмоциональным надрывом выходить вот эти страхи. Будет очень, кстати, достаточно интересно и гармонично. Поэтому постарайтесь, львы третьей декады, со своими страхами, переживаниями, со своими пороками и страстями разобраться в марте, для того, чтобы и апрель,
и май были гораздо деятельными и гораздо продуктивнее, чтобы вы наконец собрались, если вы до сих пор не можете собраться, для того, чтобы вы ускорились и пошли вперед, потому что, дорогие львы третьей декады, я вам советую идти вперед в новую работу, если старая уже не та, и, конечно же, отношения, в которых будет та самая свобода, в которой вы будете проявлять себя, проявлять свой интеллект, проявлять себя как личность и в отношениях, и в работе. И да, если вам для этого необходимо образование, оно вам только в помощь, ребят. Постарайтесь снять с себя вот такую шапку всезнайства и сказать себе, что где-то, да, где-то вот я что-то не понимаю, может мне стоит что-то новое изучить, понять, в своей голове уложить. И тогда все будет складываться гораздо быстрее, и никто вас за это не осудит, нет. Ну и что, дорогие львы, я желаю вам потрясающей весны, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если остались вопросы, оставляйте в комментариях. Ну и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.